Drashta, drusya. Драшта, воспринимающий, дришья, воспринимаемое. So the object of perception or object of observation И вот это объект восприятия. So when we try to perceive an object, Когда мы воспринимаем объект, so what happens is, то, что происходит, это the image of the object образ объекта is received by our mind воспринимается нашим умом through the sense of our sight, through the sense object, through the sense organ. Орган зрения, через орган восприятия зрения. Actually, the object which we are looking at На самом деле объект, на который мы смотрим, in its true sense, it is also the same, it is also made of the same consciousness with which we are made. на самом, в истинном смысле, он сделан из того же самого сознания, из которого сделаны и мы сами. For example, we call this a wall. Например, мы называем это стеной. When we just try to go deeper, А потом мы постараемся войти глубже. what we call wall То, что мы называем стеной, is to us as we see it. Является стеной для нас, как мы ее видим, воспринимаем. So, what is the reality? What is it for itself? Чем она является на самом деле самой для себя? эта стена? What we call wall, for example, То, что мы называем стеной, if you analyze например, it, если мы это проанализируем, so it is a piece of concrete это она состоит из кусков кирпичей, which is a combination of certain substances like sand and other things. которые в свою очередь состоят из разных составляющих, таких как песок, цемент и прочее. When we go still deeper А если мы пойдем еще глубже into the substances, в эти вещества, then we see the elements like iron or carbon and those things. тогда мы там обнаружим элементы, как металл, углерод и прочее, прочее. And when we go deeper, then we go to the molecular level of that. Если мы пойдем дальше, еще глубже на молекулярный уровень, And then still deeper in the atomic level, а потом еще глубже на атомический уровень, на уровень атомов. still deeper you go in the electrons, Если еще глубже пойдем в электроны и прочее, and still deeper and deeper you go to the level of consciousness. а если еще глубже пойдем, то уже придем на уровень сознания. And when you go into ourselves, И если мы пойдем внутрь себя, it is also ultimately you reach that level, that is the same consciousness. мы также в конце концов придем к тому же уровню, к тому же сознанию. So then the perceiver И тогда воспринимающий and the object that is perceived, и объект, который воспринимается, so in essence it is the same. по сути является одним. But we think, we call it a wall, but to itself it is not a wall. Мы зовем это стеной, но самой для себя она не является стеной. And another example, Другой пример. you hold a block of ice in your hand. Например, вы держите в руках кусок льда. So then we say that this block of ice is very cold.
И мы говорим, этот кусок льда очень холодный. To whom it is cold to our hand but not to itself. А для кого он холодный? Он холодный для нашей руки, но он не холодный сам для себя. We call that sugar is sweet. We say that sugar is sweet. Вот мы говорим, что вот сахар, он сладкий. Sugar is sweet to our experience, but not to itself. Сахар, он сладкий для нас, для нашего опыта, но он не сладкий сам для себя. This sweetness, what we experience, is neither in the sugar nor in our tongue, but it is in the contact. А вот эта сладость, вкус, который мы переживаем, он находится не в сахаре, не в языке, а он находится в процессе соприкосновения. In the same manner, when you see the persons around you, И то же самое, если мы посмотрим на людей вокруг себя, then how we perceive is, for example, if I have my wife, and then if you ask who is she, then I say she is my wife. ну вот, например, если я посмотрю на свою жену, и вы спросите меня, кто это, я скажу, это моя жена. Yes, it is also true that she is my wife, but what is she? Who is she originally? Да, это, конечно, тоже правда, она моя жена, но кто она изначально? She is not born as wife by birth. Она не была рождена женой. She is also a human being exactly like me. Она также человеческое существо, точно такое же, как и я. So therefore, as a perceiver, И таким образом, как воспринимающий, we have to realize that what we perceive is only the image of the other person, and we get identified with this image. мы должны понимать, что то, что мы воспринимаем, это только образ другого человека, и мы отождествляемся или отождествляем его с этим образом. So when I remember only she is my wife, then Если я буду помнить только то, что она моя жена, тогда my mind reacts in terms of this only. тогда мой ум будет реагировать только в этом контексте. Then what happens when I only remember as my wife, then И тогда что происходит, если я буду помнить только то, что она моя жена? my mind dwells upon how she behaves with me, whether she is Тогда мой ум будет крутиться только вокруг того, как она ведет себя по отношению ко мне, whether she is behaving according to my expectation or not. ведет ли она себя в соответствии с моими ожиданиями или нет. So then all this is on the real experience. It is only on the image. И тогда все это не настоящий опыт, все это только образ. So therefore, И поэтому, even though we see all these persons or objects around us, даже когда мы видим всех этих людей и объекты вокруг себя, we make all the dealings with them, мы имеем дело с ними, but at the same time we should also remember the real self, real existence. но в то же самое время мы также должны помнить наше истинное «Я», наше истинное существование. Because what happens is, as long as we are perceiving, Потому что то, что происходит до тех пор, пока мы воспринимаем any person or any object or anything, любого человека или любой предмет или все что угодно, then our mind is not existing as our mind. Our mind is existing with the person. So the mind is taking the shape and everything of that person. тогда в этот момент наш ум, он принимает
форму This is because этого of человека, например. the image which is being received. Это благодаря тому образу, который воспринимается. It is just like how when you go into a theater Это точно так же, как когда мы идем в театр and sit before a screen. и в кинотеатр и сидим перед экраном. So some movie is being projected on the screen. И вот кино идет на экране. Then what happens? We don't see the screen. The screen is, even though the screen is existing, but screen does not appear to us. What we see is only the movie on the screen. Да, и даже в этот момент, даже когда экран существует, мы его не видим. Мы видим образы на экране и при этом не воспринимаем экран. When the projection stops, И только когда кинопроектор останавливается, then we see the screen only. тогда мы видим только экран. That is how our mind Это то, как наш ум, will be full of all these images, and therefore our mind exists not as our mind, it exists in terms of all these images. и вот точно так же наш ум, он полон всеми этими образами, и он в этот момент не существует как ум, он существует как эти образы. So, as long as we are observing the movie in the theater, И вот пока мы смотрим кино в кинотеатре, then we see a hero, we see a villain, we see all these и вот incidents. мы видим там и главного героя, видим антигероя, мы видим все вот это We are происходящее. sometimes laughing, we are sometimes angry, Иногда мы смеемся, иногда мы злимся, we are sometimes afraid. иногда нам страшно. All these different emotions in us. Вот эти все разные эмоции в нас. Because we are completely identified with all that is being projected on the screen. Это потому, что мы полностью отождествляемся с тем, что проектируется на экран. So all this time, И все это время, as long as we are in this situation, пока мы в этом положении, в этой ситуации, it is not our real existence. в этот момент это не является нашим истинным существованием. So in the same manner, that is what is happening in our daily life. И таким же образом именно это и происходит в нашей повседневной жизни. We have no time to be as our real true self. У нас нету времени даже побыть нашим истинным я, тем, кто мы есть на самом деле. Many pictures. How can we live with this The projector cannot stop. projector always working? Yes. That is what is happening as long as we are identified with the vritti. Это вот то, что происходит, пока With the image. мы отождествляемся с читта-врити, то есть деятельностью ума. What is the way? So that is why we are entering into study of yoga. Вот поэтому мы и вступаем на изучение пути йоги. Патанджали дал инструкцию, что делать. Личный путь. Там же инструкция прям. Делай, да, делай. You see, we have 5 windows, the 5 senses. Вот, вы знаете, у нас есть 5 окон, это 5 органов чувств. And our mind constantly is in contact through these windows И наш ум, он постоянно в контакте через эти окна with the objects around us. с объектами вокруг нас. And therefore, many images are received through these windows on the mind. И вот поэтому очень много образов воспринимается через эти окна нашим умом. 5D. Huh?
5D. 5D for projection. 5D. You know? So it is just like, if there is only one screen and from 5 sides you have 5 projectors and projecting simultaneously at a time 5 different pictures, then it is awful experience. That is what we are experiencing in our mundane life. Ну, вот то, что сказал, конечно, что вот как будто один экран и 5 кинопроекторов одновременно проектируют свое на один экран, и мы во всем этом живем. Actually, what nature has given us, we can make our life like a play. То, что природа дала нам, через это мы можем сделать нашу жизнь как игру. But with all these wrong procedures, Но со всеми этими ложными восприятиями we make our life like a battlefield. мы делаем из нашей жизни поле битвы. So when we enter into the yogic life, И когда мы вступаем на путь йоги, then we can realize that even when we are in the mundane life with all these many incidents, but still we can live in a very tranquil manner, and we can live in a balanced manner. We can have this experience when we apply this yoga. когда мы начинаем понимать, что даже находясь вот в этой обыденной жизни, мы можем находить мир и умиротворение тогда, когда мы применяем йогу. So we can be at peace when we practice this. То есть мы можем пребывать в мире, в покое. Always the problem is that the mind always keeps on making so many impressions and it keeps on working with a very high speed. Проблема только в том, что ум, он постоянно дает нам кучу образов с очень большой скоростью. Why we get so many problems in our health is also Почему у нас возникает так много проблем также и с здоровьем? when your mind makes something and your body cannot cope up with that speed. Это когда наш ум берет что-то, а наше тело, оно не может справиться с той скоростью, с которой ум все в себе набирает. Because we don't have the practice of how to use the real type of procedure. Поскольку у нас нет практики в том, как пользоваться настоящим real type of Procedure. Вот даже Процедура. нет. Процедура? Истинная процедура. Как? Мы не знаем истинную процедуру жизни. Поскольку мы не владеем истинной процедурой жизни. You see, most of the people live in a busy life and with tension and all these things. Вы вот посмотрите, большинство людей, они живут очень занятой жизнью, очень активной. Because we forget that the fact that with the body we can do one thing at a time. Поскольку мы забываем, что в нашем теле мы можем делать одну вещь в одно время. But the mind makes so many things at a time which the body cannot do that. Но ум столько одновременно делает вещей, которые тело не может делать. Suppose you are hungry Мы злимся, and then a food is... Мы голодные. извиняюсь,
Мы голодны, and the food is served before you. и нам принесли еду. But you are thinking about business and you are talking to Вы somebody on the phone. думаете про бизнес, кто-то вам звонит по телефону. And, you, and then you are trying to tell somebody about tomorrow's program. И кому-то одновременно вы говорите о завтрашней программе. But then how your body can do all these things? The only thing is you can take the food now. Но как же ваше тело может все это делать сразу? Все, что нужно делать, это принимать пищу сейчас. So when you try to keep taking food and speaking to somebody and doing this, and so you are making your life such a busy life, and Когда вы стараетесь одновременно и кушать, и говорить по телефону, и смотреть новости, то ваша жизнь становится... then you can never have any peaceful or tranquil life anymore. Тогда у вас не будет мирной и спокойной жизни. So this is what we call busy. Это то, что мы называем занятостью. You are you are expected to be active but not busy. Да, то есть от нас ожидается быть активными, но не занятыми. When you make yourself very busy, then your mind will be always under pressure and tension. And Когда мы делаем себя очень занятыми, тогда наш ум, он постоянно находится под давлением и в напряжении. and this will disturb the rhythm of your heartbeat, rhythm of your И это inhalation and exhalation. ваше сердцебиение и дыхание. So that is why we get so many physical problems like tension, hypertension and all these things. Вот почему у нас возникает так много проблем на физическом теле тоже. Suppose I have a meeting, after 1 week I have a meeting. Например, через неделю у меня будет встреча. I have to make a seminar in Ukraine, for example. Я, например, буду вести семинар на Украине. But it is after 1 week, not now. Но это будет через неделю, а не сейчас. So what I have to do, I have to make my travel reservation То, что я должен сделать, это я должен зарезервировать билеты, купить. and inform the people there. И проинформировать людей там, что все в порядке. And then I have to do what I have to do here now. И потом я должен делать то, что я должен делать здесь, сейчас. But sitting here and Но сидеть здесь, studying Patanjali here, if I keep thinking about what I have to do next week in Ukraine, и думать о том, что, как бы давать вам знания по Патанджали, одновременно думать о том, что я буду делать там через неделю. so then what happens? Тогда что происходит? This also I cannot do and that I cannot do anyway, anything now. И я тогда не смогу делать ни это, и тем более то, потому что то будет только через неделю. Then I will create tension in my mind. Тогда я создаю напряжение в своем уме. So all these days in the week, I will not sleep because Дни в неделю я не смогу спать, I think of the journey and the program there. потому что я думаю там о путешествии и о программе там. And also when I make myself so tense and I make others also around me in tension. Тогда, если я делаю себя таким напряженным, тогда мое напряжение также и напрягает людей вокруг меня. When such a person is in the at home, in the family, he will create a big headache to the others also. Когда такой человек дома в семье, он тоже является большой головной болью для других. You see, he will not sleep and he will not let his wife sleep. Он сам не будет спать и не будет давать спать своей жене. This is what is called making yourself very busy. Это то, что
называется «сделать себя очень занятым». So when you are in the practice of yoga, then you will not do such things. Поэтому, когда вы в практике йоги, вы уже не будете делать таких вещей. So therefore, it is very necessary for everyone to enter into the practice of yoga. Поэтому это важно для каждого войти в практику йоги. To suspend this type of activity of the mind. Для того, чтобы остановить такого вида деятельность ума. So, if this chittavritti is not possible, then what happens every day? Если вот это читтаврити невозможно остановить, тогда что происходит? Say suspension is not possible, Например, если остановка ума Then- невозможна, тогда что? then every day when we happen to meet many people, Тогда каждый день, когда мы встречаем много людей, then we get identified with every person who is coming before us. тогда мы отождествляемся с каждым человеком, который перед нами. Our mind will be in the form of the person who is before us. Наш ум будет в форме человека, который перед нами. So, I have, for example, I have a person before me for a consultation. So all this time, my mind is identified with that person. Например, если у меня человек на консультации, тогда мой ум тогда будет полностью отождествлен. So if you cannot suspend your activity of your mind Если вы не from можете getting identified, активность своего ума от отождествления, then тогда you cannot be yourself. All the whole day you are in terms of only, you are identified with every person who comes to you. тогда вы не можете быть сами собой. Весь день вы отождествляетесь с кем-то. Master has given an example for this, for such mind. И вот мастер дал пример такого ума. In the morning, in the starting of the day, Утром в начале дня you have kept a very clean blanket, a clean clothes in the room, on the bed, вы положили чистую одежду на кровать или покрывало. and then 50 persons from morning till evening, each person came and lay down on this for some time and went away, another person came. So by the evening, how will be these clothes? Ага, и вот в течение всего дня один за другим 50 человек легли и встали на эту кровать. И какой она будет в конце дня? So your mind will be like that cloth. Вот, говорит, ваш ум будет такой, как это покрывало. So that is what is called the busy mind. Это вот то, что называется занятый ум. So when we practice yoga, we will not be busy. We will be active. We will be always active but not busy. И когда мы практикуем йогу, мы не будем занятыми, мы будем активными, но не занятыми. Then that is the secret, that we need not get like this. We will be always fresh and active. В этом секрет, и мы не будем уставшими, мы все время будем свежими и активными. So we have to remember that the mind gathers impressions from the environment. Вот мы должны помнить, что ум, он собирает впечатления из окружения Through the senses, через чувства. that is the negative pole. Это отрицательный полюс. So what we receive is negative pole. What we transmit is positive pole. We have both the poles in us. То, что мы принимаем, это отрицательный полюс, а то, что мы отдаем, это положительный полюс.
So if you train yourself to constantly transmit